Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. И мне кажется, надо немножечко сделать вот так. Да. Сегодня у нас будет обзор ароматов. В целом, да, эти ароматы не для скромниц, для людей, которые любят о себе заявить на всю, так сказать, улицу, на все здание иногда. Берите чай, кофе, и мы начинаем. Сегодня у нас обзор ароматов от Тициана Теренци. Как вы, кстати, относитесь к аромабоксам? Я их люблю. И да, я сотрудничаю, естественно, с Рандеву, поэтому мои промокоды и будут в инфобоксе. Но я же могу выбрать все, что хочу. И я выбираю аромабоксы, потому что я считаю, правда, это удобный способ познакомиться с ароматами, поносить их на себе. И до создания аромабоксов, я помню все это время, я заказывала просто пробники, да, в разных интернет-магазинах, просто по одному, и это часто выходило дороже. Поэтому я отношусь хорошо. Напишите, как относитесь вы. Почему я выбрала Тициану Теренци? Я подписана в Инстаграме на нее. Вообще, это бренд, он принадлежит самой Тициане и ее брату Пауло, который является создателем всех ароматов. Я все время вижу в своем Инстаграме веселую женщину, да, я сначала вижу веселая женщина, а потом смотрю, Тициана Теренци. Яркая, она всегда одевается в какие-то часто короткие юбки, какие-то яркие колготки, какие-то высокие каблуки. Ну, не всегда, но частенько бывают сапоги, ботфорты. Она еще загорелая, блондинка, яркая. То она на яхте, то на какой-то презентации, то просто с друзьями веселится, то с парфюмами веселится, танцует, поет. Ароматы прям вот в ее духе, за исключением некоторых, которые меня удивили в хорошем смысле. И давайте я расскажу. Но я буду рассказывать по порядку. И так. И вообще эта прическа, да, для меня, так сказать, новая. Я редко такое делаю. И начну. Я хочу вот прям как здесь. Первый тут Кирки. Ну, я думаю, что все знают Кирки в основном. Амбра-деревяшки или мускус, кто-то это называет, очень громкие. И когда я первый раз потестила аромат этот, я думаю, я не смогу это носить никогда. Никогда. И даже в тот раз не нанесла на себя. А потом он мне попался в еще одном аромабоксе, но это было уже здесь, в Испании, на побережье. В июле или августе была просто невыносимая жара, и этот аромат освежал. И я не слышала там вот тех самых зубодробительных амбродеревяшек, которые до этого там точно были, я знала, я чувствовала. Я вдруг перестала слышать их, а слышала просто фруктовый коктейль, как будто еще со льдом. Такой кисленький, цитрусовый, освежающий. И аромат, звучал просто целый день. И вот именно как будто ты такой уже умираешь от жары, теряешь сознание, и тут раз шлифануло такими фруктами и цитрусами, и ты ожил. И еще тут есть нота песка заявлена, да, из, так сказать, необычных маркетинговых нот. Я не чувствую никакой минеральности, но, возможно, где-то что-то и есть, какой-то такой оттенок, потому что аромат, я говорю, вот именно на побережье, на курорте, на открытом воздухе, еще с морским бризом, он просто был великолепен. Зимой носить его невозможно. В Питере, я думаю, что я бы никогда не узнала, что он вот так вот может быть в тему. Андромеда. Андромеда мне показалась какой-то вот из серии Кирки, но более такой тихой. Тут тоже чувствуется вот такая амбродеревяшечность, цветы, фрукты. Даже, возможно, тут цветы побольше, да, слышно, чем вот там вообще никаких цветов не могу уловить. А тут может быть побольше. Но в целом, если бы уж я выбирала что-то вот
такое яркое и амбро-деревяшистое, то я бы уж брала Кирки тогда. Далее, это аромат про фрукты и про зелень, про тропические фрукты. Но первая нота, да, вот прям такое первое мгновение — это зелень, это свежескошенная трава. И я даже слышу как будто бы лист инжира, что-то инжирное есть в аромате. Здесь еще заявлена ель, да, из необычного, опять же, но, ну, не знаю, я чувствую зелень. Я не чувствую какую-то хвойность, прям такую яркую. Зелень и зелень. И я чувствую здесь фрукты, здесь вообще маракуйя, здесь папайя, здесь манго, но я чувствую именно как просто тропические фрукты. По-моему, здесь есть еще, здесь точно есть цветы, может, здесь сирень, я не помню, какие тут цветы есть, но цветочность тоже присутствует. Но самое яркое — это зелень и это фрукты. И, кстати, есть такая нота, мне она напоминает парафин или вот как будто это очень дорогая ароматизированная свеча. Какая-то маслянистая нота. Мне очень понравился этот аромат, но у меня половина, вот, не знаю, видно, нет? Короче, у меня тут не хочет он фокусироваться, ну ладно. У меня половина еще сэмпла, и я люблю доносить сэмпл, да, как я проверяю, надо ли мне покупать флакон. Сначала надо доносить сэмпл. После этого, если я вспоминаю, хочу надеть этот аромат, и его нет, да, и думаю, ну надо бы купить. И если это повторяется, да, там не раз в месяц или раз в год, а прям повторяется, я понимаю, что я буду носить этот аромат, я беру целый флакон. Я уже, знаете ли, на том этапе своей коллекции, когда мне не нужны тут, так сказать, пассажиры посторонние. Мне не нравится, когда аромат стоит и просто вот просто для коллекции. Я такое не люблю. Ну, понимаю, что это у всех разные цели. У меня вот цель все-таки то, что я ношу. Но потом возникает проблема, что я хочу иногда их все в один день надеть. Велли — это прям полюбился мне. Афродиты. Афродиты — это аромат, который я тестила благодаря совету своей подписчицы Оли. Если ты вдруг смотришь меня, спасибо тебе за этот совет. Он мне понравился, но я его тестила на блотере, и, по-моему, я тестила на запястье, но не уверена. Он меня тогда удивил, и я просто себе такую заметочку оставила, что надо будет как-нибудь его поносить, понять, что же это такое. И я его носила, и меня удивило, что это прям вообще никак не перекликается с вот этой яркостью, громкостью, безапелляционностью Тицианы Теренции ароматов. А он очень деликатный, очень нежный, он на каждый день, он цветочно, такой уходовый, чуть-чуть есть фруктовых оттенков. Тут очень сложно выделить какую-то ноту. Я помню, что тут есть сирень. Как будто бы вот у меня такая рождается картина, как будто это ванная комната, такая довольно большая, она сделана в каких-то нейтральных тонах, и она какого-то больше классического стиля, да, это не какая-то современная ванная комната, а именно вот что-то в ней есть такое классическое. И там стоят, то есть она большая, и вот она наполнена ароматами, знаете, не когда они тебя душат, а именно вот в пространстве есть, в самом аромате тоже это чувствуется. И там стоят крема дорогие с разными ароматами. Возможно, стоит букет цветов, какая-то пудра, какая-то косметика. В аромате не заявлена пудра, но вот она как-то дорисовывается, потому что там вот косметические оттенки есть. И вроде бы, когда уходово-фруктово-цветочный аромат, это значит, что это что-то люксовое. Но аромат не звучит как люкс. Нет, он вроде бы и нежный, и вот такой вот неяркий, да, ничего в нем такого прям
и нишевого-то нет, да, чтобы сказать, ну это вот это прям ниша. Нет, он очень носибельный, понравится большинству. Он такой прохладный, освежающий, а, весенний, да, какой-то вот аромат весна. И мне он тоже понравился. Я вообще решила, что в коллекции нужны ароматы вот такие повседневные и дорогие. Он дорого звучит, а не только вот если дорого, то значит, что он там квартал целый ароматизировал. Нет. Так, и дальше Казанова. Казанова, он вот из этой же серии повседневных ароматов, но здесь дерево, пудра и зелень. Опять же, какие-то... тут есть лист инжира. Да, здесь не такая зелень, как в Элли, которая прям такая свежескошенная трава. А здесь вот как раз именно оттенок инжирного вот этого листа. Он зеленый, он освежающий, и он имеет какой-то древесный оттенок сам по себе, вот этот лист даже. Что-то в нем такое есть. И вот здесь дерево, пудра и он. То, что ощущается, да, больше, ярче. И он однозначно унисекс. Если бы Афродиту я все-таки больше отнесла к такому аромату, который, скорее всего, понравится женщинам больше. И то тем, кто любит такие вот акварельные парфюмы, то этот однозначный унисекс, очень интересный, очень. Вот тут даже и не подумаешь, да, ни о чем таком люксовом. Ну, вообще я люблю люкс, я не могу сказать про него ничего плохого. Тут в том смысле, что он абсолютно не типичный. Да, и Афродита не звучит как люкс. В люксе все-таки все более предсказуемо, что ли, да? Предсказуемо. Это и хорошо. За это люкс чаще всего, кстати, комплименты на люкс делают, потому что он понятнее. Копуро. Вообще название не соответствует аромату, честно говоря. Кажется, что тут и флакон такой белый, кажется, что это должен быть, опять же, какой-то такой свежий, чистый аромат, даже пудровый, но нет, тут вообще близко этого нет. Здесь дерево, здесь сухое дерево, здесь гвоздика есть. И ощущение, что в принципе это дерево пропитано какими-то специями. Какой-то даже кожаный аккорд прослеживается. Даже что-то бальзамическое есть. Мне аромат не нравится. Мне прям даже как-то от него кашлять хочется. Кто-то может сказать, что это аромат такой более маскулинный, да. Я бы не хотела, чтобы со мной был мужчина в этом аромате. Просто он сам по себе мне не нравится. Ни как мужской, ни как женский. Не мое. Слишком сухое дерево. И нет какой-то в нем такой грани, как, допустим, сухое дерево в Sunny Side Up. Да, там такой есть оттенок. Но там есть еще рассольный такой сандал. Там есть как будто какой-то... оттенок, там есть цветы, и как будто что-то есть, какая-то влажная, нота влажности. Господи, ладно, вы поняли, да? В общем, у меня у кошки есть сухой корм, и мы эти консервы называем мокрый корм. Вы поняли, да? Вот это только сухой. Так, дальше Марима. Это аромат, который мне нравится, но он похож на Tom Ford Black Orchid. У меня есть уже любимая версия Black Orchid, да, их вообще много. У меня есть любимая версия, это туалетная вода 2023 года. Она в меру легкая, она при этом в меру звучит, чтобы ее было слышно. Там и трюфель, шоколад. И вообще, вот я сейчас описываю это, но вы поймите, что это очень похоже. Трюфель, шоколад, здесь тоже это есть, пачули, тут тоже это чувствуется, но при этом не заявлено. Тут вообще другие ноты заявлены. Только какао, по-моему, пересекается, а так хурма тут, марима есть. Не знаю, я это больше слышу как слива, которая заявлена в Black Orchid. Короче, для меня вот это Black Orchid. При этом не моя любимая версия. В той как-то побольше там, там как будто шоколадное мороженое.
что мне нравится. И вот он мягче, он как-то более гармонично сложен, звучит как-то для моего, да, восприятия он звучит более сбалансированно, чем Марима. Ну, опять же, это мое. И последний аромат это Spirito Florentino. И это Баккара Руж 540 в самом начале. Если Баккара потом открывается такой смолой еловой, то здесь этого открытия нет, а мне оно нравится. Но если кому-то вот именно шафрановость, такая сахарность чуть-чуть йодистая нравится больше всего в Баккаре Руж 540, а вот это дальше раскрытие уже вам не интересно, то, скорее всего, вам может понравиться этот аромат. Но опять же, я смотрела по цене, и я не скажу, что Spirito Florentino стоит очень дешево, что это прям такая бюджетная замена Баккары. Не сказала бы, поэтому даже цвет, кстати, флакона красный. Не знаю. Я не знаю, как к этому относиться. Возможно, это и хорошо. Возможно, кто-то вот так любит Баккару, что готов и ее версии какие-то купить, да. Не знаю. Мне надо... мне не надо. Мне не надо. Мне такое не надо. У меня есть Баккара Руж 540, и мне вполне хватит. Она причем у меня в экстракте, она у меня есть в парфюмерной воде, и она у меня есть еще и в дымке для волос. Куда мне еще, так сказать. Вот, друзья, вот такой получился обзор. Пишите мне в комментариях, как вы относитесь к Тициано Теренци, нравится вам или нет. Пробовали ли вы вот у нее вот эти такие акварельные повседневные ароматы? Как вы к этому относитесь? Может быть, наоборот, ну, если уж ты делаешь громкий, яркий, не для скромниц, то может ты продолжать, да, это делать. Зачем делать тогда что-то вообще из другой сферы? Не знаю, я просто так вас спрашиваю, как вы считаете? Я-то наоборот рада, что когда человек умеет делать вот это вот, он еще делает классно такие вот повседневные ароматы. Мне это нравится. Или вот этот Велли, конечно. Конечно, вот это прям претендент на флакон, потому что я такое нигде не встречала. Я люблю тропические ноты, но всегда они либо неестественные какие-то, либо они как-то очень так вот в лоб звучат. Короче, что-то мне всегда не нравилось. А здесь создается целая картина, так как есть и вот эта вот зелень в аромате, и фруктовость. Но надо поносить. Надо поносить он, потому что плотный, и надо все-таки понять. Но пока все идет хорошо. Все идет хорошо, и мне бы прям хотелось иметь такой аромат. Он для моей коллекции, он был бы необычный, а я все-таки сейчас покупаю то, что больше расширит, да, если еще одно что-то пудрово-цветочное, то я такая, зачем усугублять и так сложный выбор аромата каждый день, да? Открываю, а там цветочно-пудровых дофига. И я стою и думаю, и хочется и все, и вроде бы, и как бы что тогда? Когда ты открываешь и понимаешь, что это такие фрукты с зеленью, и у меня такого нет. И если я вот сегодня именно это хочу, то, надев этот аромат, я не буду вспоминать вообще ни о чем из своей коллекции, потому что ничего подобного у меня нет. Я не могу ошибиться с этим выбором, да, если он в такое настроение попадает. Поэтому я стараюсь сейчас покупать какие-то жемчужины. Вот прям и то, чего у меня нету. Нет. Все, друзья, вот. Все вам рассказала. Претендент, значит, Велли. Еще Афродита мне очень понравилась, но вот я говорю, таких ароматов пудрово-цветочно, таких косметических у меня много. Казанова мне понравился. Но опять же, хоть это уже и пудра с деревом и зеленью, пока только Велли вот именно претендент на флакон для меня. Все, друзья, спасибо вам, что вы были со мной. Я не знаю пока, буду ли я еще в эфир, так сказать,
Может быть, в прямой эфир выйти. Я не знаю, короче, еще не решила, выйду ли я до Нового года. И если не выйду, то я поздравляю всех вас с наступающим. Уже второй раз, кстати. Ну ничего, ничего. Чем больше поздравляешь, тем может быть больше вероятности, что сбудется. И желаю вам и нам всем, чтобы 2024 год пошел по наилучшему из возможных сценариев. Да, я как сценарист, я верю, что всегда есть варианты, да. Они, конечно, зависят от наших выборов, иногда бессознательных, поэтому желаю нам, чтобы наше бессознательное оказалось позитивным, добрым по отношению к нам, и мы сделали выбор, который приведет к реализации наилучшего сценария на 2024 год. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.